Добрый день, меня зовут Пак Николай, я являюсь лидером федеральной сети секций робототехника Лига роботов, но сегодня не об этом. Сегодня я хочу вам объяснить, как же такая многогранная дисциплина и очень интересная и глубокая, как робототехника, на самом деле подвластна всем. Она очень простая, если ее как easy to start, but hard to master, то есть ею легко начать понимать, увлекаться, понять ее философию. Буквально каждому. Робототехника для гуманитариев, да, сегодня практически будет в такой курс введения, но и она безумно интересна, как такая очень фундаментальная, сцепляющая дисциплина для всех. Ну, обо всем понемножку. Сегодня, итак, план лекций будет 4 части. Значит, первая часть, очень коротко покажу маленький ролик, какие бывают роботы, немножко покомментирую. И мы с вами разберемся, что же такое робот, что такое робототехника и какие здесь подводные камни. Вторая часть, чуть-чуть подольше расскажу про 3 закона робототехники, но сразу спойлер, это не те 3 закона робототехники, которые Азик Азимов представляет, потому что они немножечко, об этом поговорим. Третья часть, самая долгая, это будет практическая такая работа. Буквально каждый из вас, я прям обещаю, прикоснется к миру робототехники, буквально сидя дома, вы сможете уже немножечко пощупать, что же такое вот робот. Вот такой замечательный робот, вроде как типа робота Валли. Даже создать его немножечко прямо сидя дома, без каких-либо затрат, усилий. И это будет очень интересно и увлекательно. Ну и последняя часть, я думаю, каждую лекцию мы будем заканчивать 5 вопросами вашими. Но сегодня мы, так как не было ваших вопросов это первая лекция, то мы взяли топ-5 самых наиболее популярных вопросов робототехнику, и я попытаюсь на них ответить экспромтом, быстро, но и одновременно хорошо. Итак, кто же я такой? Для начала это просто такая справочная информация, что вот я Пак Николай, 10 лет, больше 10 лет занимаюсь робототехникой, образовательной робототехникой, R&D, Research and Development робототехникой, всем строили дроидов, всякие марсоходы, роботов, поливающих в теплицах, но и в основном обучали ребятишек, построили сейчас большую сеть по обучению ребятишек, самую крупную в стране. И самое для меня ценное, это то, что мы дважды чемпионы мира по Олимпийским играм по робототехнике буквально. 96 стран, 7 тысяч участников приезжают туда. И это было действительно сложно. 5 лет мы на это потратили. И очень много поняли, что робототехника это юмор. Робототехника это просто философия. Робототехника это просто любовь. Это все, чем надо заниматься вообще уважающим тебя человеку, в принципе, и этого достаточно. Давайте все по порядку. Итак, сначала разберемся, что робототехника это тренд, это роботы вроде сделанные из игрушек, из наборов. Робототехника это и роботы-пылесосы, робототехника это искусственный интеллект. Так что же такое робототехника? Для этого мы посмотрим первый ролик. Здесь немножечко я вам покажу, какие бывают роботы в мире. Их сейчас намного больше. Роботы-змеи, с разными сочленениями, которые повторяют рептилии, змеи, роботы-собачки от Boston Dynamics знаменитые, ранние их версии до покупки, которые могут тоже рептилиподобные, собакоподобные. Здесь снова Boston Dynamics, снова собачка. У них этих разновидностей собачек больше 5 штук. Роботоногие, роботы антропоморфные, человекоподобные, роботы-экзоскелеты, как из фантастических фильмов. Робот Honda Asima. Здесь поподробнее отдельно я бы сказал, что это самый популярный, наверное, робот. До какого-то времени. Может быть, Boston Dynamics уже его побил по популярности, это робот-собачка. Но Honda изначально вкладывались в Японию как в такую очень фантастическую, очень верующую именно в прогресс страна, и она до сих пор, в принципе, она не сервисный лидер, но они, по крайней мере, по фантазиям, по своему настрою довольно лидирующие позиции занимают и университеты, Канзас Институт технологий и так далее. В основном роботы мы воспринимаем как такие огромные машины, самостоятельно что-то делающие. Это стопоходы Тео Янсена, которые настоящего человека могут переносить. Есть роботы маленькие, роботы щупальца, которые используют такие фибры, мягкую мехатронику, способную
поднимать более fragile такие объекты, более хрупкие объекты. Есть агрессивная робототехника, которая может поднимать машины, то есть мощные Кука, Фанук, манипуляторы. Есть игровая робототехника, где можно поиграть в игрушки, посражаться. Вот сейчас 2 робота сражаются. Есть экзоскелеты, которые помогают. Это не вполне робот на самом деле, но и тоже можно назвать роботом с какой-то точки зрения. Об этом тоже мы поговорим. По крайней мере, коснемся. Но, в общем, всякая разная робототехника, экзоскелеты помогают отжиматься. Маленькие муравьи, стрекозы, рептилии, паучки. Вот это все. И игра в футбол, манипуляторы. Вот это все робототехника. И роботом тоже является и машина с искусственным, скажем так. Ну и закончим здесь. Вот посмотрите, кстати, этот ролик на нашем канале Лига роботов. Можно топ-роботов посмотреть. Вот. И закончу я, наверное, вот амазоновскими роботами. Казалось бы, человек занимался Амазон посылками. Причем здесь робототехника? Оказывается, робототехника приходит буквально в каждый вид бизнеса, в каждое производство, в каждый дом. И робототехника — это очень здорово. Вот. И вот почему. И у них роботы уже доставляют, не только доставляют, так сказать, посылки и делают логистику внутреннюю очень эффективную, но и дроны есть, роботы. Вот это старое видео просто. Итак, для того, чтобы нам понять, разобраться, куча роботов. Что есть робот? Вот у меня там стиральная машинка — это робот или не робот. Я расскажу сначала одну такую шутку, что роботом, ну вот мы были на профессиональной конференции по робототехнике, и у нас ходят такие профессиональные шутки, что роботом называется все, что очень удивительное, классно, но пока не работает. Как только оно начинает работать, как стиральная машинка или как вполне себе робот, стиральная машинка, у нее есть программа, у нее есть, значит, задающие сенсоры, у нее есть полностью компьютер, да, и она полностью актуатором, так сказать, вертит барабаном и все это отжимает. Вот. Но мы не называем стиральную машинку роботом. Или там даже какой-нибудь робот, ну, робот-пылесос еще называем, но керхер какой-нибудь или там машина, которая моет машину, значит, автомат, который моет машину, мы не называем роботом. Значит, шутка состоит в том, что пока роботом называется все то удивительное, да, скачущие там собачки, пока они не превратились в сервис. Как только они превращаются в сервис, этим уже роботом не называют, потому что мало кто из вас знает, но на самом деле степень автоматизации какого-нибудь завода Nissan или Toyota или Ford, она достигает 80 и даже иногда 90% в зависимости от разного, скажем так, где находится завод и как к нему относится. И степень автоматизации — это что такое? Это Фанук, Кука, манипуляторы, огромные такие руки, которые все делают. Варят, режут, красят. Значит, огромный конвейер. Я был в Японии на заводе Nissan, и как раз там степень автоматизации 90%. Все, что не автоматизировано, тоже полуавтоматизировано. Ездят роботы, подъезжают к людям, они берут, не глядя, из них тележки по таймингу и все делают. И мы же не называем это робототехникой. А на самом деле это есть сама сердце робототехники, автоматизация производства, когда мы получаем в итоге машину, которую делают роботы. И роботы создают роботов, да, уже все. Вот. Уже скоро «Терминатор», так сказать, будет фильм в реальности происходить. Так что же такое робототехника? Вот если мы зайдем в Google, забьем, что такое робототехника, вы просто не поймете. Потому что я сходу нашел вот здесь 5 определений. Вот давайте, вот мой экран. 5 определений, что такое роботы. То ли это прикладная наука, то ли это производственная техника, основанная на применении роботов, то ли это, значит, автоматизированные системы. Короче, что такое робототехника? Давайте пойдем дальше. Наверное, это что слово робот есть одно единое определение. Но если вы набьете, что такое робот, вы точно так же найдете в Википедии одно определение. Автомат своими действиями, производящий впечатление человеческой работы. Ну, тоже интересное определение. Автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода механических операций. Вот, в общем, я вам предлагаю поупражняться и зайти на разные сайты. И даже на одном и том же сайте терминология. Говоря простым языком, робот — это кибернетическая система. Более точное определение робота, связано с ним понятие, дается в стандартах ГОСТ. Наконец, в более широком понимании робот — это просто механизм. То есть, есть разные понимания робототехники и робота. Что такое робот? Нету одного единого определения. Вот. Я бы вам дал такое полезное свойство, что неважно, кто как определяет. Неважно, кто как определяет, что такое математика, что такое история.
Это все не важно. Важно только научный подход. Научный подход заключается в том, что в робототехнике есть неизыблемая триада. И я бы, исходя из нее, вам и определил робототехника. Значит, неизыблемая кибернетическая триада, вы просто можете пока запомнить и записать, это STA. Это Sense, Think, Act. То есть это когда есть у нас сенсорика, мы воспринимаем мир с помощью сенсоров. Об этом у меня есть просто TED-выступление. Отдельно про вот эти 3 закона робототехники. Есть сенсорика, с помощью которого мы воспринимаем. На самом деле робот, он очень на нас похож, на человека. У нас есть эмпирические 5 чувств, да? У кого-то 6-е чувство есть. Вот. Точно так же у роботов есть какие-то дальномеры, кнопочки, есть барометры, термометры. Есть разные сенсорика, с помощью которой он нащупывает мир. Это первое. Составляющая робота обязательно. Второе, think, то есть он должен думать, у него должен быть блок, управляющий какая-то операционная система. Вот в данном случае, допустим, это несмотря на то, что это вроде как игрушка, но на самом деле в нем внутри ARM 9 процессор, Linux операционная система стоит, можно в Quake поиграть, можно монитор подключить, можно на нем программировать на 15 языках программирования, и там, на любых вообще языках программирования. И это позволяет обдумывать сенсорику. То есть у нас головной мозг значит, обдумывает нашу сенсорику, что мы и подходим к ямке, мы видим это глазами, если нет, мы чуем это запахом, мы тактильно ощущаем это нашими пальчиками, и мы ощущаем, и дальше у нас голова говорит, основываясь на предыдущем опыте, основываясь на нашем интеллекте, что что-то не то, давай повернем назад, давай значит, сделаем по-другому. Вот. Обязательно в роботе должен быть think, то есть думательная, так сказать, любая история. И act. Act это все, что связано с воздействием этого робота вовне. То есть от слова английского действовать. В данном случае, например, у него есть моторы, которыми он может двигать значит, вот эти гусеницы, ездить, поворачиваться. У него есть еще моторчик, который позволяет ему вертеть головой и вертеть также ручками. И как раз вот эта мехатроника, это как раз вот эти все сочленения, шестереночки, разные передачи, они позволяют роботу передавать свое движение вовне и вот осуществлять вот этот третий пункт act. То есть у нас просто есть sense, think, act. Sense, сенсорика, act, think, как мы ее обрабатываем, думаем, и act. И вот эта кибернетическая триада, сенсорика, мозг, условно говоря, и воздействие механическое, это и есть робот. То есть везде, где есть вот эта кибернетическая триада, которая сама на себя закольцована и воздействует, и есть робот. Если на этом примере посмотреть какую-нибудь стиральную машину, то у нее есть сенсоры, у нее есть там, сенсор влажности, сенсор значит, там, щелочности, еще какой-нибудь сенсор, таймер элементарный, это в принципе вполне себе сенсор. У него есть думательный процессор, да, который он программы разные прошивает, стирка там, белья сухого. Я просто не разбираюсь, извините, там такого сякого белья, такие так программы 30-минутные, очень побольше минутные. Вот, наверное, жена меня убьет после этого. Я там говорю, что ты там, чем весь день занимаешься? А вот, оказывается, я даже не знаю, как устроена вот, стиральная машина. Ну, вот, и третий сегмент это деятельный. То есть он физически, обязательно механическое воздействие должно быть. То есть боты, телеграм-боты, это не роботы. Потому что IT, программные роботы, это не роботы, и пока они не воздействуют физически, механически на реальный мир. То есть act, это значит, он в реальном мире, робот должен как-то воздействие сделать, взять, поднять предмет, повернуть его. То есть реальное действие, не виртуальное сделать. И вот здесь то же самое. Стиральная машина, она вертит барабан, высушивает, и у нее есть привода, есть разные значит, элементы, которые могут, соответственно, делать воздействие. И тогда это кибернетическая триада, sense, think, act, значит, стиральная машина – это робот. Вот, я вам предлагаю просто запомнить вот эту триаду, и дальше мы двигаемся проваливаемся в следующий, значит, пункт нашей беседы. Итак, 3 закона робототехники. Собственно, про них ровно я сейчас коротко проговорил, они следуют именно из определения робототехники. Это сенсорика, think, act. Значит, сенсорика. По поводу сенсорика поподробнее. Вот смотрите, сенсорика важна очень быть, ну, так сказать, precise, да, то есть сенсоры бывают глючат. Например, отваливается проводочек. Если у вас отваливается проводочек, вы вряд ли можете воспринять правильно
вашу сенсорику. Если у вас вы слепой от рождения, не дай бог, то у вас нету виртуального восприятия, в смысле осязательного восприятия, зрительного восприятия. И у вас, соответственно, другая сенсорика настраивается. Вы пользуетесь мозгом, прокачиваете через другую сенсорику, через щупательную, там, через вот эту, специальную азбуку, через вот эти пупырышки там, и так далее. Здесь такая же история, здесь надо быть очень аккуратным к сенсорике, потому что, вот, например, вот эти вот глазики, это ультразвуковой дальномер. Что происходит? Он из одного глаза выпускает ультразвуковой сигнал, вот дудит, просто там одну ноту посылает, он отражается от ладошки и приходит в другое ушко, в другой глазик, и считывает, зная время распространения ультразвуковой скорости, он измеряет время, за которое он приходит, и вот этот сенсор измеряет время. Вот. Что будет, у меня вопрос, если я закрою один глазик? Давайте вы под роликом каждый напишет свои ответы. Вот. Ровно как, если мы закроем один глазик, у нас происходит сбой, он не знает, когда ему приходит сигнал, потому что он теряется, он его никогда не приходит. И вообще этот датчик показывает расстояние. Ультразвуковой дальномер показывает расстояние в сантиметрах. Он показывает здесь сантиметр, 2, 3, 5, 10. Но как только мы вплотную ладошку прикладываем, он сразу показывает огромное количество. Он не знает, он теряется. Он не дожидается этого сигнала, и ему кажется, что сигнал потерялся, где-то в пещере улетел. То есть ему равносильно, что очень далеко улетел сигнал, потому что он его не дождался. Точно так же, как и если я вплотную приложу ладошку. Но вплотную это мы близко, рядом. Это называется, то есть надо очень грамотно воспринять сенсорику. Ровно как и с человеком мы можем, если мы дальтоник, мы можем неправильно воспринять цвет яблока. Если мы с просони встанем, и мы можем перепутать холодное, элементарно ладошкой определить неправильно, холодная вода или теплая. И мы не должны делать выводы. Мы как люди, то есть робототехника на самом деле учит нас философии. Мы ни в коем случае не должны делать выводы по замусоренной сенсорике. А может быть он дребезжит, а может быть он провод отваливается у этого дальномера, а может быть ладошку сделали. То есть мы должны зачистить наши провода, наши сенсоры сначала, чтобы потом их анализировать. Прежде чем анализировать, нельзя анализировать ничего. Ой, у нас распадается. Нельзя ничего анализировать, прежде чем мы сенсоры не настроим. Вот поэтому ультразвуковой датчик вот так вот. И так каждый датчик. То есть каждый датчик, даже вот возьмем датчик нажатия. Вот есть кнопочка, просто датчик нажатия. Вам кажется, что это сенсор. Это просто датчик нажатия. Он отвечает просто, есть сигнал, нет сигнала. Нажато, не нажато. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, много ли можно на таком датчике сделать? Оказывается, очень много. Во-первых, на таком датчике Roomba, а ныне известный как iRobot, сделали свои первые модели робота-пылесоса, который ездил, внимание, на одном датчике нажатия. Там еще было 2 датчика энкодера, но об этом чуть позже. Но на одном датчике нажатия у него был просто спереди, и сейчас поныне есть спереди вот такой большой бампер, который нажимает, стучится об стенку и нажимает кнопочку, просто кнопочку. Вот как будто клавишу на клавиатуре, да, когда клавишу нажал, и он отъезжает и дальше едет. И вот так тыркается, как слепой крот практически. Это потом они уже начали строить умные модели, которые запоминают с помощью энкодеров, так сказать, карту, помещение. Но вначале достаточно просто вот такой модели, когда ты подъезжаешь роботом, тыркаешься и отъезжаешь. И сегодня, кстати, мы сделаем такого робота. Представляете, на одном датчике нажатия можно сделать вот такую великую. То есть сенсорика – это очень важная вещь. С помощью сенсоров к ней надо относиться невероятно высоко. И я к вам тоже призыв, к своей сенсорике тоже относитесь, к своим чувствам, зачищайте их. Потому что у одного слух, например, музыкальный, он может настроить пианино, гитару и даже за это большие деньги получать или стать музыкантом. Это тоже сенсорика, которую надо защищать. И я напомню вам, существовала такая азбука Морзе, которая основана была, считайте, на одной кнопочке. То есть нажато, не нажато, сигнал есть, нету. И там можно так нажимать, что с помощью этой кнопочки, чтобы просто передавать азбуку, войну и мир, чтобы передавать любые посещения. И вот сегодня я вам покажу, у нас здесь настроенный такой зал на робототехнику, что вот с помощью одного такой сенсорики, например, удара в ладошки, можно тоже управлять различными действиями. Давайте, например, можно управлять светом. Если я ударяю ладошками
у нас выключается свет. Если я 2 раза ударяю, у нас включается свет. И основа любого умного дома основана на том, что мы правильно применяем вот эту сенсорику. То есть у нас сенсорика это просто хлопок, это звуковой сенсор. Но его можно 1 раз ударить, 2 раза ударить и так далее. И тоже можно сделать азбуку Морзе. Поэтому сенсорика это очень важная часть робототехники. И вот включается в 3 закона робототехники. Движемся дальше. Think часть, то есть там мозговая часть, да, думательная часть робототехники заключается в том, что мы сначала зачистили сенсорику. Я уже показал в предыдущем примере, что это важно. Дальше мы начинаем ее обдумывать, эти сенсоры. Накапливать big data, накапливать разные модели, делать графы математические. Почему вот в робототехнике реально надо много знать и по математике, и по всему. И это очень вкусная дисциплина, потому что ты можешь, у тебя есть задача, чтобы у тебя робот варил кофе, привозил тебе. То есть робототехника работает на уровне бизнес-предпринимательства. То есть у тебя есть задача, чтобы тебе с утра был вкусный кофе. Или чтобы у тебя была автокормилка, которая кормит по часам или по заканчиванию еды твою кошку, пока ты уезжаешь в Таиланд. У тебя есть задача, чтобы по хлопку у тебя включался свет, или тебя распознавало твое лицо и открывался звонок. Или если тебе в звонок не тот человек звонит, который нету базы данных его хотя бы фотографии лица похожего, то вызывается полиция. Понимаете, это все робототехника. Это все такие системы большие, которые есть и решают конкретную поставленную задачу. Как именно вы ее решите, это уже по-разному. Вот think часть это самое интересное вкупе с сенсорикой. То есть как именно вы ее решите? То ли вы построите, хотел сказать NLP, то ли вы построите нейронную сеть, будете накапливать эти видеоинформацию или снимки, и потом натренируете искусственный интеллект, такую нейронную сеть, которая будет вам из вашей сенсорики, накапливая ее, выдавать правильный ответ. То ли вы сделаете просто простейшую программку, да, которая будет вам просто условно скриптами делать, да, если позвонил 1 раз, то то-то, если позвонил 2 раза, то то-то. То ли вы можете сделать математическую модель графа, да, в которой заливается разная сенсорика с разных ультразвуковых датчиков, температурных датчиков там, и так далее. И вы применяете нужную модель. Но я бы здесь хотел сказать, что тема следующей лекции будет уже приближенная как раз к этой части. Это, только не пугайтесь, пропорциональные, интегральные, дифференциальные регуляторы в применении к робототехнике. Но на самом деле, по-простому, это просто вот все роботы, которые мы видели, практически всех объединяет одна часть. Во всех них есть вот эти PID-регуляторы. А что это такое? Это просто мы можем сделать, вот, например, вот этого робота включить, и он будет ездить, подъезжать к нашей ладошке и отъезжать от нее по мере того. То есть он будет держать дистанцию. То есть мы отводим, он подъезжает, подносим, он приближается, и вот это такая магия кунг-фу, что он держит дистанцию. На этой же основе, например, дроны сделаны. То есть дрон, он вот так вот летит, он балансирует, слишком много, если он полетит одной стороной, то завалится другая сторона. Если правой стороной винты дать больше мощности, то левой за это. Поэтому он как пчела вот так вот постоянно балансирует с помощью этих регуляторов каждый свою откалиброванную моторчик, чтобы он с помощью датчиков, акселерометров и гироскопов, гиросенсоров точнее, он мог спокойно выравнивать свою плоскость относительно силы натяжения, силы притяжения Земли и был ей перпендикулярен, соответственно, никуда не падал. И то же самое, если мы сделаем какие-нибудь датчики, когда идете в баню или в сауну, когда дается температура, когда подается пар, как только меньше влажность стала какого-то определенного момента, бам, вам дается температура. Или если датчик температуры. Робототехника нас везде окружает, буквально везде. Парктроники, если вы парктроником подъезжаете меньше какого-то расстояния, там такие же ультразвуковые датчики, сеть, значит, вам сигнализируют, что вы слишком близко подъехали, вам пиликает, показывает какие-то сигналы и так далее. То есть, как вы сделаете think, это и есть, условно, искусство. Как именно вы сделаете, как именно вы отреагируете на сенсорику, никто не знает, ответа нет. И в этом и заключается, например, мы дважды чемпионы мира по робототехнике юношеской. Там тоже есть задача: привезите кубики красные налево, зеленые направо, утрируя. И никто со всего мира никто не знает. Кто-то решает их по-своему, кто-то решает по-этому. И все решают по-разному, и у каждого есть своя школа робототехники, которая как раз и учит вот этому искусству, как правильно
какую модель где, когда применять. Это вот знаете, как очень созвучно с предпринимательством. Какую модель бизнеса где, как применять, чтобы преуспеть. Чтобы у вас система робототехническая в итоге правильно сделала задачу. Это очень большой вопрос. Мы его так просто сходу не возьмем. Вот. Ну и последний момент. Третий закон робототехники – это ACT, это мехатроника, это любое механическое воздействие, с помощью которого робот может повлиять на внешнюю среду. Обязательно механическое, обязательно реальное воздействие. Здесь у нас играют роль, конечно же, привода, то есть моторы, сервоприводы, там какие-нибудь шагающие двигатели, значит, степ-моторы. Любые вот моторы. Вот у вас есть какое-нибудь колесо обозрения. Это мехатроника. Это шестереночка, значит, это мощный мотор с редуктором, который вращает огромную шестеренку другую. Ременные передачи в машине. Вся мехатроника и любые моторы, любые двигатели, все, что движется. Но в основном движение у нас всегда двух видов. Или вращательное, то есть там все моторы на этом основаны, практически все электричество, пылесосы, вся мехатроника у них завязана на вращательном движении, потому что его очень легко преобразовывать. Или поступательное, ну, коленвальчатое, да, когда у нас поршень какой-нибудь туда-сюда двигается. И любое движение можно сделать из вращательного поступательного, из поступательного вращательного, именно с помощью вот этой мехатроники. Именно этим, кстати, вот эти наборы ценны, что у них такая богатая мехатроника, что они могут шестереночки, планетарные передачи, дифференциал не математический, а здесь есть, оказывается, дифференциал в машине, вот посмотрите, который позволяет разные вещи в машине тоже вытворять. Вот. И вот эта мехатроника, это очень богато. Это сопромат, это материалы, это, значит, вот на этих шарнирчиках можно. Это безумно интересное. Тоже третий закон робототехники, мы тоже его очень вскользь пройдем. Итак, повторим. 3 закона робототехники, связанные с определением робота. Это Sense, Think, Act. Всего лишь. То есть есть сенсорика, есть мозг, который его обрабатывает, операционная система. Но не сама операционная система важна, а именно алгоритм, как вы именно сделаете с помощью сенсорики то, что с помощью третьего закона робототехники, это мехатроника. С помощью мехатроники, что вы сможете и привлечь, и разгрести мусор, увезти на планету другую, с помощью каких, значит, мехатронных систем, двигателей, сочленений, передач вы можете это все в мир привлечь. Ну что же, сейчас самая интересная часть. Как же стать робототехником здесь и сейчас. Только для подписчиков нашего канала, да, то есть мы не отсылали это на конкурс. Вот. И смотрите, вы открываете браузер любой, открываете вот заветные 2 слова Open Roberta. Можно даже без lab, просто Open Roberta, он мне уже подсказывает. Open Roberta, открываете lab openroberta.org, он вам подсказывает. Это виртуальная среда. Это, безусловно, не робототехника. Специалисты, не кидайте меня камнями сразу. Но это больше, чем программирование. Это виртуальная робототехника. Потому что здесь есть робот, и здесь можно будет его программировать не просто как виртуальную робототехнику, потому что здесь есть объекты, и здесь можно действительно виртуально попробовать попрограммировать. Значит, здесь открываем Open Roberta Sim. Оказывается, это важно, я раньше не знал. Здесь есть сразу жучок. Я вам сразу говорю, открывайте жучок. Итак, что же мы можем здесь сделать? У нас здесь есть симулятор справа и программка слева. Значит, сначала мы должны написать программку. Для этого у нас есть разные колоночки. Ну, например, вот прямо как мы изучали, у нас есть датчики, сенсоры разные. Датчик касания, вернуть расстояние, вернуть цвет. Кнопка ввод нажата. Есть действия на них. Действие это ехать вперед, остановка. И есть контроль, это вот думательные, да, там циклы всякие и так далее. Вот наши, собственно, 3 закона робототехники в действии. Ну, давайте мы просто пока без сенсоров просто будем ехать вперед. Сделаем вот такую программку. Старт. Он едет вперед со скоростью 30, расстояние 20 сантиметров. Давайте попробуем запустить. Вот он едет вперед, чуть-чуть. Закончилась программа. Еще раз запускаем. Едем вперед, чуть-чуть. Программа закончилась. Теперь давайте попробуем сделать поумнее. Допустим, возьмем какой-нибудь датчик. Ну, например, у нас есть датчик. Давайте посмотрим, какие есть датчики. У нас есть датчик, например, касания. Датчик касания.
Ну, вообще это датчик нажатия, конечно, на первом порту. Смотрим в конфигурации робота. На первом порту сенсор 1, датчик касания. Все верно. Датчик касания на первом порту, но мы его никак в программу вставить не можем. Это тип данных. Это просто, скажем так, видите, у нас есть такой пазл у него. И это тип данных, просто нажат, не нажат датчик касания. Его надо какой-то контрольный элемент вставить. Например, если. То есть у нас есть если. Если датчик касания нажато, то есть это вопрос, да или нет. На него бинарный ответ как бы нолик и единичка. Нажат или не нажат. Если датчик нажат, то выполняем вот это. Иначе выполняем то, что... Ну, иначе мы не заходим и не выполняем ничего. Ну, давайте сделаем так. Во-первых, поставим цикл. Всегда повторять бесконечно. Вот. Вообще, на самом деле, обычно программа действительно работает в бесконечном цикле с какими-то переживаниями, протоколами. Вот. Но так или иначе, не должно быть, чтобы автоматический робот когда-то бам, программа закончилась. И он просто физически закончился. У него должен быть бесконечный цикл, в котором обрабатываются разные сенсорики постоянно. Ну, вот, как у нас компьютер. Компьютер запущен, он нету такого, что компьютер бам, закончилась его программа, операционная система бам, закончилась программа. Значит, повторяем бесконечно, выполняем то, что внутри. И тут теперь мы по умолчанию давайте просто едем вперед. Ехать вперед с какой-то скоростью. А дальше, если датчик нажат, то что-то выполняем. Давайте пофантазируем. Датчик нажат, он может быть только вот это вот, так скажем, квадратик физический. То есть мы врезались в квадрат, допустим, это стенка, стена или гараж. Если мы врезали в гараж, то мы должны от него отъехать. Ну, давайте это и запрограммируем. Вообще в программировании и в робототехнике очень важно проговаривать, что мы врезались, и физически вы говорите, если врезались, что делаем? Отъезжаем. Что такое отъезжаем? И это значит едем назад. Вот просто едем назад. Видите, ехать не вперед, едем назад какое-то расстояние. И дальше желательно, допустим, немножечко повернуться. Да? Мы же врезались, мы отъехали назад, и мы хотим сменить курс, потому что там препятствие, видимо. И немножечко повернется поворот вправо. С какой-то скоростью на какой-то градус. А дальше снова поедем вперед. Ну, по логике все правильно. Но это робототехника, поэтому у нас все может перестать работать. Давайте запускаем. Вот мы постоянно едем вперед, считываем датчик. Не нажат, не нажат, не нажат. Едем вперед. Бам! Врезаемся, отъезжаем назад, чуть-чуть поворачиваемся и снова едем вперед. Снова врезались, отъезжаем, поворачиваемся и снова едем вперед. И буквально вот сейчас каждый из вас уже за 2 минуты может дома прям сесть, бесплатно открыть OpenRoberto и сделать программу первого своего робота-пылесоса. Вот буквально так вот просто. Если бы это был робот-пылесос, он бы отскакивал у нас от стеночки. И примерно так же были первые версии румбы робот-пылесоса сделанные, которые отскакивают от стеночки и едут. Давайте еще, допустим, посложнее. Вот у нас, допустим, здесь есть некая траектория. Вот это наша парковочка. И посмотрим, какую... Каждый проект нужно воспринимать из 3 законов робототехники. Какие у нас здесь сенсорики, какие здесь моторы и как мы здесь будем строить программу. Значит, какие у нас здесь сенсорика? Вот мы смотрим, что у нас здесь есть напольное покрытие, вот дорога, она серая. И мы видим, сенсор показывает серенькое, а вот здесь белое. Значит, видимо, как-то на датчике освещенности или датчике цвета мы можем выстроить, что вот цвет серый или белый. И если серый это дорога, если белый, мы выехали за дорогу. Ну, давайте так и сделаем. То есть мы едем также вперед, я ничего даже не меняю, но у нас сенсорика поменялась. Вот смотрите, бам, мы убираем датчик касания, мы бам, меняем вместо него, что же у нас возвращает цвет. Какой цвет у нас возвращает цветовой датчик, который находится на 3-м порту. Но он у меня не встает в если. В если нужно вставлять бинарное, скажем так, условие, которое отвечает на односложный вопрос, да или нет. Нет такого цвет датчика. Он может быть голубой. Это да или нет? Или там синий, да или нет? Мы его должны с помощью логики, с помощью значит, разных наших других операндов привести к такому вопросу. Значит, в логике есть такое сравнение, например, равно. Вот теперь мы берем, вставляем равно. То есть, если возвращаемый датчик цвета равен
и дальше мы берем цвет белый. Если он равен белому, это уже вполне себе вопрос, и он уже вставляется в если. Видите как? Ну, к этому надо привыкнуть, но вот такие надо важные понимания с сенсорикой тоже, конечно, иметь в виду. Если у нас цветовой датчик на третьем порту, смотрим конфигурацию, у нас на третьем порту цветовой датчик, действительно. Если он возвращает белое, то мы отскакиваем от белого. И вот так просто давайте попробуем сразу запустить. То есть логика какая? Там мы отскакивали от препятствия датчиком касания, а здесь мы отскакиваем от белого, потому что белый это съезд с дороги. Давайте смотрим, работает или нет, не знаю. Опа, увидели белое, отскочили назад, повернулись. Увидели белое, отскочили назад, повернулись. И таким образом мы, в принципе, вот наш первый искусственный интеллект, ваш поздравляю, который мы можем вместе с вами взять, сделать и потихонечку начать пристращаться к робототехнике. Ну что, для первого раза достаточно. Давайте вам домашнее задание. Это просто поиграйтесь с разной сенсорикой, сделайте робота, который отскакивает с помощью датчика цвета, датчика расстояния. Нарисуйте свою собственную траекторию, попробуйте ее проехать. И попробуйте работать с датчиком ультразвука. То есть мы сегодня не разобрали, но там примерно схожая история. Ну что, и на заключение, самый вкусный формат — это 5 вопросов. Мы начали, поскольку у нас не было от вас вопросов, это первый выпуск. Давайте мы взяли топ-5 вопросов в робототехнику. Но как я уже сегодня показал, робототехника на самом деле это дисциплина легко начать, easy to start, but hard to master. То есть это дисциплина, в которую каждый может на самом деле. Это вредная позиция, что есть математика и гуманитарные науки. То же самое в робототехнике, она нас окружает везде. И это действительно такая философская дисциплина, в которой в принципе легко начать, очень легко понять, что мусорка открывается по сенсору, значит, инфракрасному, подносишь ладошку, что какой-нибудь диспенсер мыла, да, ты подносишь ладошку, он тоже тебя наливает. Это простейшие вещи, которые может понять любой человек, и гуманитарий, и кто угодно. И вот именно с этого понять однажды, что есть сенсорика, есть мозговая, скажем, часть операционная, и есть воздействие вовне, вот, да, как вот мыло наливает нам сенсорика, у него инфракрасный сенсор, когда мы наливаем мыло, подносим ладошку теплую, потом мозг говорит, простейшая программа, что если поднес, то наливай. И есть актуаторы, физический моторчик, который вот этим всем делает, крутит моторчик и наливает, накачивает, скажем так, мыло нам на руку. Это на самом деле все очень просто. И более того, можно, как вы убедились, даже попрограммировать, сидя дома, какие-то простейшие вещи. Вот. Но я вас все равно приглашаю на курсы по робототехнике. Приходите, потому что это как волшебство. Это каждому абсолютно надо. Он встраивает свою голову на место. И действительно, робототехника — это не такая сложная дисциплина. Мы обучали пенсионеров, мы обучали взрослых людей, которые удивлялись. Я обучал свою жену на курсах, которая думала, что она гуманитарий, но на самом деле она даже не понимала, что она мне после этого сказала: я, оказывается, умная. То есть, оказывается, люди, мы все умные с вами. Вот. Просто какой-то шаблон мешает понять, что действительно робототехника всем возрастам покорна. И это очень интересная дисциплина, связывающая математику, физику, философию, бизнес, предпринимательство действительно в одном сегменте. Поэтому это более такая наднаука, я бы сказал. Но смотрите, это связано с тем, что все-таки искусственный интеллект сейчас не так настроен, чтобы можно было говорить про восстание машин. И пока не было подтверждения тому, что искусственный интеллект настолько сильно может саморазвиваться и строить свои собственные целевые функции. То есть искусственный интеллект в нынешнем понимании это всего лишь правильная цифродробилка, которая хорошо выставляет весовые коэффициенты в том или иной задаче. Задачу ставит все равно человек. То есть целевую функцию, например, AlphaGo, и сидишь, играешь в шахматы. Или там какую-нибудь сортировка молока. Сидишь, сортируешь молоко. Как именно ты его сортируешь, вот эти весовые коэффициенты, где ты быстрее, где ты по тангенциальной какой-нибудь траектории, где ты еще по какой-нибудь гиперболической траектории быстро наливаешь, экономишь разные параметры, время, молоко, утечку, там, да, еще чего-нибудь. Скорость, цену, качество, чтобы быстро это все правильно сформулировать, правильно сбалансировать, для этого хороши. Искусственный интеллект, нейронные сети хороши. Но они никогда не могут поменять свою надзадачу, наливать молоко, играть в AlphaGo
играть в шахматы. Пока примеров, чтобы искусственный интеллект действительно себя проявил, а он себя проявит только, когда AlphaGo возьмет, играет в шахматы, замечательно всех выигрывает, потом возьмет, ему это надоест, и пойдет, купит доску и пойдет на Бали кататься. Таких примеров не было. Когда искусственный интеллект сам осознает себя и поменяет свою целевую задачу, которую мы поставили в приказном порядке сверху, не было таких примеров. И я думаю, что как профессиональный робототехник, что это принципиально невозможно. Чтобы свою целевую функцию просто взял робот и сменил. А весовые коэффициенты внутри, выражаясь математическим языком, он может бесконечно, конечно, филигранно лучше нас делить, умножать, цифры подключать, значит, изображение узнавать. Да, он это может, но не более того. Исторически это было не так всегда. То есть каждый раз, когда какой-то технологический рывок происходил, переходило человечество на другой технологический уклад, у нас там какой-то 4-й, 5-й сейчас, неважно, не в этом суть. Важно то, что раньше когда-то человек трудился рукой, да, просто вот брал, там, не знаю, выращивал помидоры, огурцы или еще какие-то там свои диковинные фрукты и овощи. Потом он начал плугом трудиться, потом у него там появилось какое-то медное оружие, там каменное, значит, золотое, там, стальное. Он начал добывать металлы, каленые, значит, сталь там, и так далее. И потом появились мануфактуры. Вот, например, трактора, мануфактуры. Каждый раз человечество боялось, кричало, что у нас отберут наши трудовые места. Но этого не происходило. Появились тракторы, автоматизация, значит, сельхозпроизводства, появились мануфактуры производства. Более того, у нас вообще машины производства авиалайнерами. Просто значит, тихоокеанскими лайнерами производится огромное количество машин. На 90% автоматизировано роботами здесь сейчас. Но люди не потеряли свои рабочие места. И я, более того, как робототехник, точно говорю, что роботов надо выстраивать, чинить. И вы любого, если профессионального робототехника спросите, то от автоматизации намного больше нужно и программистов, сразу технарей, тех, кто чинит этих роботов. Они постоянно ломаются. Вот это главный закон робототехники, я бы сформулировал. Роботы всегда ломаются. И от этого всего следует, что не потеряем мы рабочие места, и никакого восстания машин точно не будет, потому что они просто элементарно все переломаются, их некому будет чинить. Да, действительно, это и так, и не так. То есть, с одной стороны, мы движемся к фантастическим фильмам, где у нас вместо учителей роботы, вместо нянек роботы, вместо воспитателей роботы, выгуливают собак роботы там и так далее. Везде помощники. И эти человекоподобные роботы потом становятся нашими питомцами, потом восстают против нас там, и так далее, и так далее. И так, и не так, потому что мы воспринимаем роботов чисто психологически, как человекоподобных. А с какого перепуга они должны быть такими? Сейчас технологический прогресс потихонечку роботов успокаивает вот эту эйфорию хайп вокруг роботов. И роботов упаковывает в робот-пылесос, роботов упаковывает в невидимые нам какие-нибудь часы, которые нам следят за нашим здоровьем. А по сути это тоже такая система робототехническая. Да? Роботы упаковывают в какие-нибудь QR-коды, в системы, которые нам подсказывают, что делать, которые в системе логистики или там. Вот Яндекс.Такси тоже можно назвать робототехнической системой, только в которой люди, как роботы, принимают заказы, им приказывают роботы, а исполнительный механизм это уже люди, которые ведут машину, но весь заказ, весь процессинг происходит и вся навигация происходит роботами. То есть все наоборот. Это люди уже давным-давно стали муравьями и подключились к системе робототехники, а не роботы. То есть мы к этому идем, к автоматизации, но, возможно, роли поменяются местами. Но это я еще раз говорю, утрирую. Это, конечно же, никакого восстания не будет, но просто надо понимать, что сервисная робототехника и такая домашняя робототехника, которая помогает в дом, она придет, может быть, меньшими темпами. К этому надо быть готовым, но она, может быть, не в том виде придет. Протезы какие-то, медицина, телемедицина. Это все придет к нам, но не в том виде, как мы это воспринимали, что придет к нам робот-помощник человекоподобный. Зачем он человекоподобный? Есть отдельные роботы, которые делают свои функции намного лучше. Даже та же сигнализация от машины, которую можно завести с интернета, с браузера просто. Сидя в кинотеатре, например, не обязательно там можно взять
и зайти в интернет и завести машину свою, где бы она бы находилась в Таиланде, где бы вы ни находились, или сидя в самолете, завести свою машину, которая в Новосибирске, а вы в Москве взлетаете. Это все тоже по-своему робототехника уже. Просто мы ее не воспринимаем как антропоморфного, человекоподобного робота. Поэтому здесь надо успокоиться и просто принять, что робототехника будет, с ней надо подружиться, она не восстанет, она хорошая дисциплина. И самый главный, я бы сказал, вопрос, как робототехника помогает нам в образовании и думать. Друзья мои, робототехнику не надо воспринимать как саму цель. Это не сама цель, это не то, к чему мы стремимся, цель ради цели. Робототехника – это инструмент. Это очень хорошая виолончель, это очень хороший молоток, с помощью которого можно строить нашу жизнь лучше. То же самое и в образовании, особенно мы Лига роботов поймали себя на мысли, что робототехника это, во-первых, очень качественный инструмент, это Makita, это очень мощный, качественный инструмент, из которого можно сделать лауреатов в этом инструменте. То есть лауреатов балалайки, лауреатов виолончели, лауреатов пианино. Но инструмент очень качественный. И робототехника я бы воспринимал все-таки как философию больше, как междисциплинарную науку, которая соединяет в себе множество разных дисциплин. Математику, физику, электротехнику, электронику, бизнес, предпринимательство, философию прям воедино. И делает нашу жизнь лучше, потому что выстраивает наш мозг, выстраивает нашу логику в какой-то фундаментальный формат. Поэтому робототехника это не просто железяки. Надо воспринять все-таки робототехнику. Я каждый раз буду вам говорить, больше как философию, как стиль жизни. Поэтому всех вас приглашаю в мир робототехники. Дальше больше.